Друзья, приветствую вас! Напомню, 30 декабря 2023 года нами был куплен вот этот вот танк 500 за 5,1 миллиона рублей. До этого 8 лет машина была Toyota Land Cruiser Prado с мотором 2,7 в очень бедной комплектации, с галогеновым светом, без подогрева даже передних сидений, с велюровым салоном на автомате. Ну, хорошая такая презентабельная, практичная рабочая лошадка. Вот. И наступило время менять машину, БУ рынок не радовал в этом сегменте, ну и, соответственно, выбор пал на покупку вот нового Танк 500. Соответственно, что хотелось бы по прошествию, сегодня у нас уже 12 число, 12 января 2024 года, первые 12 дней эксплуатации этой машины, что хотелось бы отметить. На новогодние праздники в московском регионе был рекордный мороз для этих дат. Минус 24, минус 25. Ночью опускалась в некоторых районах Подмосковья до 30 градусов. Ну и, соответственно, машина заводилась без проблем. Холодный пуск. Можете посмотреть у меня на канале. В минус 24 днем машина заводится. Самое первое и основное, что мне понравилось в этой машине, это, наверное, работа мотора. Его тишина, мягкость и нету совершенно вибрации, нету передачи в салон. Что мне не особо понравилось. Тут, наверное, даже больше вопрос не к машине, тут, наверное, вопрос вообще в целом к устройству подвески. Подвеска нормальная, машина более-менее стоит на дороге, ее не кидает, ну, в рамках этого бюджета и в рамках этого размера. Но, конечно, я, как в основном человек, который ездит на Range Rover'ах, привык к пневме. Мне, конечно, вот когда идет мелкая передача неровностей небольших внутрь, некомфортно. Ну, ты немного ощущаешь себя как на мячике каком-то. Вот. Все-таки пневма, она и в Африке пневма поприятней. Но зато как бы это, по идее, чем проще механизм, тем он надежнее. А по мотору все нормально. По коробке многие писали, что на танках 500 пинается коробка и так далее. Да, действительно такая проблема есть. У нас у двух знакомых есть танки 500, у них действительно пиналась сильно коробка, неприятно прям было ездить. Но вот на последних ТО, где-то в районе 3 недель назад, им обновили программное обеспечение, и вроде как эта проблема ушла. Здесь я пока не наблюдал пинков по коробке. По полному приводу. Честно скажу, мне не особо импонирует настройка данного полного привода в обычном режиме. То есть там же есть такая переключалка, и можно выбирать разные режимы полного привода. Если ты ездишь в обычном режиме, то ощущение, как будто машина заднеприводная, и когда идет пробуксовка, вот именно в этот момент подключается передний привод. Ну, немного шатает. Плюс в совокупности с липучкой. Мне липучка вообще зимой не особо нравится. Ни торможение, ни устойчивость на дороге. В общем, наверное, у меня больше даже вопросы к резине. То есть, если поставить шипы, этот момент уйдет, как на других машинах. В остальном, также, вот что еще хотелось снаружи отметить из важного. Это наклон лобового стекла. Что... В Прадике, ну, в Прадике, конечно, он тоже есть наклон лобового стекла, но здесь он прям сильный, и за счет этого мне вот намного больше импонируют, конечно, более вертикальные лобовые стекла на джипах. За счет этого и толстых стоек по бокам немного хуже обзор по сторонам. По внешности пороги удобные, стационарные, не выезжающие у нас комплектации. Залезаешь, вылезаешь, все хорошо. По головной оптике. Головная оптика, конечно, это очень важно, потому что половину времени мы ездим, особенно сейчас зимой в темное время суток. Вопросов по освещению у меня здесь нет. У меня есть один вопрос по запотеванию фар передних. Вот если мы посмотрим, вот сейчас мороз, оно все уже запотело таким инием, а если оно теплое, когда диод нагревается, вот, оно прям каплями такими внутри. Первое, что встречает нас в салоне этого автомобиля, это запах. Есть почему-то такое поверье, что в китайских машинах пахнет неприятно, воняет. Ну, возможно, в машинах там по 2-3 миллиона, да, действительно пахнет неприятно каким-то пластиком.
Здесь же запах очень приятный, ненавязчивый. Я бы сказал, что даже ничем не хуже, чем в новых европейских машинах, там, условно, том же Туареге. То есть сочетание запаха кожи, пластика. Здесь, правда, в комплектации кожа не настоящая, но все равно излучает какой-то запах приятный. Пахнет действительно приятной новой машиной. По посадке. Мне все нравится, все удобно. Вот здесь есть подлокотник для локтя. Комфортно. Ручки очень мягкие, хорошо открываются. Вот этот вот блок стеклоподъемников мне напоминает в какой-то мере Mercedes. Все приятненько. По рулю. Руль хорошей, приятной анатомической формы с подогревом. Отдельно вынесена кнопка выбора функций, и на нее вот можно зашить подогрев. Подушка руля также обшита в кожу со строчкой, что приятно, руль весь зашит. Материалы очень приятные. По панели, по передней, также она прошита кожей и строчкой. Дерево матовое, тактильное, хорошее. Что мне не нравится в посадке, как я и говорил, завалено лобовое стекло, для меня слишком сильно у джипа. Очень массивные, толстые стойки. Здесь получается у нас с вами экран вот такой высоты, а здесь большой блок с различными радарами и зеркалом. И получается, что когда ты сидишь, у тебя вместо и так достаточно узкого проема для лобового стекла, у тебя здесь еще он меньше. То есть, ну, вот за счет вот этого верхнего набалдажника. Вот это, конечно, неприятно. Также у меня есть вопросы по удобству работы климата и магнитолы. То, что все на кнопках, вот быстро, интуитивно не сделаешь ничего. То есть мы заходим, вот, допустим, сели в машину, и как-то вот сразу хочется включить температуру, выставить. Это делается на экране. Чтобы на экране это сделать, нам надо снять перчатки, да? Ну, мелочь, но вот такая. Рычаг КПП очень приятной формы, хорошо лежит в руке. Несколько, конечно, приходится привыкать, что сбоку кнопка, нужно вот так вот включать, нажимаешь на паркинг, такой момент. Подогрева сидений, мне очень нравится, что вынесен на отдельную кнопку, прыгнул, быстро нажал раз-два, и все, у тебя уже начало все греться. Здесь у нас выбор режимов: бездорожье, песок, режим мод, снег, эко, спорт. И вот как раз-таки я прочитал, что лучше всего зимой в снег ездить в режиме песок. То есть не в режиме снег, а в режиме песок. Именно тогда полный привод будет хорошо работать, правильно. Ну, пока катаемся в стандартном режиме. Очень хорошие камеры кругового обзора. Прям действительно, подъезжаешь куда-то 5-10 км в час, все сразу включается, чуть-чуть руль поворачиваешь, сразу видишь, что у тебя где слева-справа. Можно вот так вот вращать вокруг. В этом плане, конечно, прям молодцы. Все проработано, мне очень нравится, как это сделано. Вообще, в целом, вот знаете, сейчас машины пошли современные, какой-то безумно однообразной формы по салонам. То есть идет такая прямая панель, здесь большой экран, здесь условно пустая панель, и все. Здесь мне даже вот в какой-то мере, наверное, напоминает по салону дизайн каких-то корейских премиальных брендов, типа там Genesis и так далее. То есть, конечно, не немцы, но вот есть у нас часы, кнопки как-то отдельно архитектурно выведены, приятный рычаг, здесь есть механические кнопки. Ну, хорошо, то есть ничего, вот сидишь в машине, ничего не напрягает, особенно в совокупности с этим приятным запахом, прям хорошо. Ну что, думаю, пора нам поехать. Друзья, если вам будет интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я выкладываю последние новости из моей автомобильной жизни, что происходит с машинами, сервисы, ремонт, доработки и так далее. А также у нас есть группа, где мы совместно с другими участниками обсуждаем различные вопросы, объявления машин, запчасти, сервис, аксессуары и так далее. Сейчас мы с вами едем по такой вот небольшой проселочной дороге и выйдем на... Вот, сними, как мы едем. И выйдем сейчас с вами на основную дорогу. Никаких там пробуксовок, не пробуксовок, ничего нету. Машина нормально тянет, приятно.
Вот, ничего страшного. По салону, кстати, хотелось бы отметить, что ни сверчков, ни стуков, ни щелчков никаких. Собран крепко, ничего не трещит, не дребезжит. У нас багажник просто еще полон хлама, и вот все звуки оттуда. А так вот именно по салону все прям хорошо скомпоновано. По удобству. Проекция обычная, нормальная, читабельная. Есть два режима: белый цвет и синий цвет. Синий цвет для снега, чтобы было более ярко видно. Приборка достаточно информативная. Справа у нас обороты, слева у нас скорость. Никаких там супер новшеств нет. По посадке. Сидишь высоко, машина тебя окружает, нормально. Зеркала большие лопухи, информативно, то есть в этом ущерба нету. Немного маленькое заднее окно, за счет этого оно такое какое-то прямоугольное, квадратное и довольно-таки вообще узкое. Также, что хотелось бы из немного, как бы, ну не то что негативного, но такого неположительного момента отметить, это работу системы стабилизации. Даже к ее алгоритмам и к ее работе претензий нету, она хорошо отрабатывает. Мне не особо нравится, с каким звуком она работает. То есть у европейских машин все-таки это немного задемпфированный звук. Здесь он прям такой стрекот яркий. Но главное, что она работает правильно, машину удерживает и от пробуксовки, и от всего. По работе коробки никаких претензий нету. Мы сейчас с вами разгонимся, остановимся, вы посмотрите, что никаких пинков, толчков нету. Также повторюсь, ну, наверное, одна из самых мягких работ мотора. Ты вообще не чувствуешь, не слышишь, не воспринимаешь никаких вибраций от него. Прям достойно. Молодцы. То есть, видимо, подушки хорошо сделаны. Вибраций нету. Мы начинаем разгоняться. Поехали. До 3000. Вот он щелкает передачами. Сейчас уже, наверное, 4-я. 5-я. Пожалуйста, вот в городском цикле никаких ни ударов, ни щелчков, ни стуков, ничего в коробке нет. Все нормально отрабатывает. Хотелось бы также отметить быстрый нагрев климата. То есть мы сели, и буквально там через 3-4 минуты сразу нагревается печка. Это приятно. То есть, видимо, стоят какие-то тенты, и в салоне прям уже через 3-4 минуты становится тепло. И подогрев сидений начинает чувствоваться уже где-то минуты через полторы. Через минуту прям и руль начинает теплеть, и сиденье теплеть. Ну, то есть, знаете, нету такой вот ощущения замороженности. Такого нету. Еще, что мне очень хотелось бы отметить, это очень хороший радиус разворота. То есть здесь проблем нету. Разворачивается по очень маленькой траектории. Это классно. Потому что есть машины, знаете, которые, чтобы развернуться на какой-то дороге, тебе в несколько приемов приходится делать это. Здесь все хорошо. Про задний ряд. Задний ряд вполне себе удобный, наклон спинки приятный, сиденья мягкие. Здесь у нас свой такой мониторчик сделан. Здесь у нас спереди климат свой с подогревом. Здесь у нас подстаканники. Вещевой отсек. Что-то хранить. Ну, в целом сидишь приятно, вот на дальняк, на какой-нибудь. Вот место я сам за собой сижу, место вообще навалом, вот честно говоря, еще вытянуться и вот так вот развлечься можно. Из непривычного жужжит сзади в багажнике. Это отдельная печка, которая стоит в багажнике, она оттуда дует. И, соответственно, здесь распространяется. То есть тепло идет как спереди, так и сзади. Прикольно. Но, видимо, это сделано под 7-местную версию, чтобы третий ряд, который там сидит, тоже получал климатическое, так сказать, удовольствие. Подводя итог замены Prado на Tank 500, наверное, все-таки больше счастья, чем разочарования. Я думаю, что это объективно хорошая сделка в нынешних условиях.
Безусловно, если бы новый Prado сейчас стоил бы там 5 миллионов, никто бы в сторону танка не посмотрел. Но надо понимать, что новый Prado сейчас стоит там под 8-9 миллионов, и машина морально безумно старая. То есть это, условно, это машина разработки там 2010 года. И покупать ее сейчас за 8-9 миллионов, ну, я считаю, это очень странный поступок. Время покажет. Узнаем, как он будет в эксплуатации, посмотрим. Я постараюсь объективно освещать все, что будет происходить с машиной. Вам большое спасибо за просмотр и всего вам самого хорошего. Счастливо.